главных желаний Абдулманапа построить свой зал реализовано. В каждой семье есть какой-то свой спортсмен. Хочу стать олимпийским чемпионом. Абдулманап был необыкновенным ребенком. И когда Абдулманап сказал, уже оно не оспаривалось его решение. Нельзя быть жестким по отношению к недостаткам других людей. Дисциплина, труд, вот таким я его знаю. Мы знаем, чье имя мы представляем, чью школу. У него есть самое главное звание – профессор человеческих наук. Ну что, вот мы и в 12-й школе, в том самом месте, где располагался старый зал Абдулманапа Нурмагомедова, еще с баннером Eagles MMA Дагестан. Последний раз я здесь был 3 года назад, когда здесь одновременно проходили и тренировки по баскетболу, и там как раз-таки ребята боролись, спарринговались и так далее. Но начинали, кстати, практически каждый раз тренировка начиналась с того, что все бойцы играли в баскетбол. В очень непривычный для обычного зрителя баскетбол, жесткий, с прогибами, бросками, подсечками и так далее, но тем не менее в качестве разминки и командных взаимодействий очень даже отличный вид спорта. Вот здесь вот сидел Абдулманап и просто внимательным взглядом следил, мне казалось, тут было человек 40, наверное, вот на этом пространстве. И внимательным взглядом следил за каждым, постоянно что-то подсказывал, говорил: будь внимательней, проходи в ноги, уклоняйся, ворот. Ну, в общем, сказал там такие стандартные подсказки и желание помочь своим подопечным, и в итоге это выливалось в желание пахать. А когда тренировка закончилась, мы выстроились вот по этой белой линии, ну, собственно, вот там вот. Получилась просто огромнейшая шеренга, и Абдулманап подошел к началу этой шеренги, шел вдоль нее и каждому что-то говорил. Кому-то он говорил: побрейся, потому что твоя борода может нанести повреждения и как-то травмировать, поцарапать того, с кем ты работаешь. Кому-то говорил: покороче постричься, потому что когда пот капает с волос и попадает в глаза, это тоже влияет на зрение. И, конечно же, подсказывал какие-то технические аспекты. Говорил: вот у тебя проходы в ноги хорошо получаются, а там защита от тейкдаунов чуть хромает, обрати внимание на это. И просто по каждому человеку вдоль этой шеренги он шел и говорил, что и как он должен делать, чтобы стать лучше. Ну, а сейчас одно из главных желаний Абдулманапа построить свой зал реализовано, и прямиком из этого старого зала Абдулманапа Нурмагомедова, который, безусловно, стал гораздо более пустым, мы направляемся в новую школу единоборств имени прославленного тренера и посмотрим, что сейчас там. Но он делал так, чтобы и школе, как говорится, помочь это что-то, чего-то, провести воду там горячую, там сделать не только для себя, а для детей. Как его человек по общению, он абсолютно простой, абсолютно, как говорится, может спокойно найти общий язык с любым человеком. Самое главное, что он не любил грубости. Хотя тренировал, но он всегда любил вежливо, чтобы вежливо разговаривали. И Хабиб такой же. Он, как говорится, для пота посреднего есть, что можно выжать себя. Это просто надо было видеть. И в спарринге с одним поработал, со вторым поработал, с третьим поработал. А что вообще происходило в Дагестане, когда был бой Хабиба и Конора? Ну, это же, наверное... Это же не разговор, никто не спал, все смотрели. Ну, в Дагестане культ единоборств, на ваш взгляд? Дагестан, да. Это да, действительно. Потому что нет такого уголка в Дагестане, где не занимаются.
Сколько здесь людей? Ну, в сборную входит человек 50 точно, которые выступают, состоят в сборной, молодежная сборная. Ну, сейчас больше 50. Сейчас, да, сейчас, конечно, больше. Но я имею в виду стабильно ребята, которые здесь выступают, которые представляют школу, человек 50. А ты знаешь имена всех присутствующих? Конечно. Вот всех, серьезно, каждого. Конечно, да. Как вообще выстроен процесс вот в новой школе? Все просто со старого здания переехало в новое или что-то поменялось? Ну, конечно, условия намного лучше. Как вы видите, инвентарь, октагон используем. В том зале таких условий нету. Принцип работы тот же, но условия намного лучше, чем было. Вы много работали с Абдулманапом? Да, я сам воспитанник. Воспитанник? Да. Как был выстроен процесс вот, взаимодействия с ним во время тренировочного процесса, когда вы уже стали помогать ему, я тогда понимаю, как тренер? Да. Я, будучи еще когда учился на тренера, практику проходил же у своего же тренера. В зале он мне, я помню, оценку выставлял. Потом я с этой оценкой уже ходил в университет. Говорил, что я практику прошел у тренера. А построить вот свой зал, да, большой, это, я так понимаю, было главной мечтой, да, Абдулманап? Он всегда хотел свое место, где все бы занимались. Да. Долго шел вообще к этому? Как раз про вон то окно легендарное он всегда говорил, что оттуда будет контролировать нас, спортсменов. Вот то темное окно? Да, его кабинет, вон то дальнее окно, он говорил, что будет с окна выходить и контролировать весь тренировочный процесс. Я правильно понимаю, что теперь тот кабинет всегда будет пустой? Ну, мы иногда бывает, заходим, ну, на его место стараемся не садиться, по бокам сидим, если как-то собрания бывают тренерские, мы собираемся там. Только зал открыли, и чуть-чуть даже он, можно сказать, толком поработать не успел. Только-только вот потихоньку от своих бытовых таких проблем освобождался, приходил в зал. Ну, можно сказать, толком не успел в новом зале так чуть поработать с нами. Он падал уже несколько раз. Пилатери захимарили, а здесь столько химии делают, ну никак, да? Сем тоже не слабый парень, он Слима? Да, сильный пацан. Вот эти два пацана дадут бой. Немко уже, Немко. Он тоже может сейчас, Джон Джонс оставил же свой пояс. Ну он, да, им руку даст, это нормально. Он сейчас может там чемпиону выиграть. Плохой, ему руку даст. Пожалуйста. Так, хинкал бомба, брат. Во-первых, приятного аппетита. Мы сюда очень неожиданно ворвались. Вообще расскажи, где мы, что происходит? Это вот у нашего брата Шамиля свадьба была, и после свадьбы обычно бывает дагестанцы там на хинкал, ну любого там кавказца бывает, на хинкал приглашает. Смотри, я сейчас заметил то, что ну вот повод свадебный, а за столом все говорят о боях. Да. Это неизбежность, что везде будут говорить про ММА, борьбу и прочее. Не, здесь просто как-то с одной стороны все дагестаны про спорт разговаривают. Ну, вот здесь все спортсмены, они все собрались. Они все вот связаны там с какими-то смешанными наборствами, там санда, там ММА, там разные виды спорта. И чисто из-за этого у всех общая тема бои там в основном. Есть о чем говорить. Ну а так вот, можно ли сегодня говорить то, что Дагестан — это место, где особо развит культ единоборств? Да, на самом деле в каждой семье есть какой-то свой спортсмен. В каждой семье, можно сказать, 1-2 спортсмена свои. И все вот, в основном на этой фоне, короче, и о спорте там, и в таком плане, короче. Тебя не утомляет? Там, у тебя бои — это вся твоя жизнь. Ты дома бои, тренировки бои, все бои. И мне кажется, что когда ты приходишь на встречу с друзьями или там еще что-то. Тоже бои. Да, и там тоже оказывается бои. Нет ощущения, что перегруз не проходит? Не хочется отвлечься от этого? Не, так-то ничего такого нету, потому что наоборот, это какой-то интерес свой будет в этом. Рассказываешь, время проходит, интерес какой-то, скучно не будет в этом. Ну, и так получается, твоя жизнь связана с этим. Не знаю, мне ничего не напрягает меня, честно сказать. Какие бои вы можете обсуждать? Вообще все, что в мире происходит? В основном сейчас популярно UFC обсуждать у всех. Ну а дальше там эссей, туда-сюда, все, короче, все, что в мире происходит, все обсуждаем.
Это гостиница «Приморская». 3 года назад, как раз, когда я здесь был в гостях у Абдулманапа, он селил тех, кто приезжал к нему на сборы, всех спортсменов, именно сюда. И главное, наверное, воспоминание, когда каждый день, там, в районе 6 или 7 утра все просыпались, скорее даже ближе к 6 утра, все-таки, а не к 7, спускались вот на этот пляж, и он каждое утро приезжал, и вот где-то в этом районе стоял, мог с кем-то общаться и контролировал то, как спортсмены, приехавшие на сборы, бегают на этом самом пляже. И после того, как здесь побегали, можно было спокойно переходить вот на эти тренажеры. А серьезно, а что еще нужно? Молот есть, на покрышках можно отработать, брусья есть, штанга есть, турники есть. Даже чучело есть, которое побить можно. Такой старость. Ну, я с внуками на берегу или возле моих предков, значит, рассказывая то, что я в жизни считал главным, нужным, полезным, значит, передать внукам. Она может завтра же прекратиться вообще. Нам неизвестно, сколько человек проживет. Мы должны быть готовы сегодня, завтра, чтобы нас понесли, хоронить. Мы должны быть готовы к этому. И ничего страшного в этом нет. Мы приходим и уходим. Начал свою деятельность, начал. Вначале же он КПМ занимался. Он вольный преподавал. Сейчас у нас там наверху зал боевых искусств. Это последние годы, где он занимался. А он начал этим занимался. Вот в этом зале здесь были маты по вольной борьбе. И здесь, как тренер, свою деятельность он отсюда начал. Сейчас он пока не функционирует, да? Но скоро будет опять. Ну, скоро сейчас эпидемия. Ну да. Проблемы. Роспотребнадзор еще не дали разрешения. Как-то тут дети, наоборот, ждут в ожидании. Там на улице тренируются. Здесь все занятия бесплатные? Да, бесплатно. Все бесплатно. Здесь ремонт только начали. Сейчас отремонтируют. Все сделают. У них ринг здесь был. Здесь, в принципе, секция тайского бокса. И бойцы сюда приходят и совместно тренируются. Очень много чемпионов. Ну, успешный тренер здесь тоже тренирует. Амар Магомед. А так, Хабиб, они все у нас там внизу. Большой зал по вольной борьбе. Они приходят там, боксбол играют, тренируются. И до сих пор могут прийти поиграть? Боксбол, да. В основном подготовку они здесь прошли. Вот сейчас, который предстоящий будет. То есть сейчас то, что вот Хабиб готовится под Джастина Гэджа, он здесь тренировался? Он здесь тренировался. Жили в общежитии 3 года вместе, в одной комнате. Занимались вместе. Но так как вольной борьбы там не было, занимались подсчетом. Закончили учебу. Я поехал по распределению в Архангельск. Был рыболов, потребсервис, работал ревизором. Он вернулся домой. Был руководителем совхоза Тимураульский. В первую очередь был тренером, вначале тренером работал. Учил детей бороться. И потом стал руководителем организации совхоза Тимураульский. Далее он работал у нас в администрации, в отделе физической культуры и спорта. Возглавлял эту деятельность. Но добросовестно относился к своей работе, всегда
принципиально подходил, особенно к тренировкам. У меня был такой случай в Полтаве. Мы каждый день с ним ходили на тренировки. Но, честно говоря, я иногда пропускал, но не такой я настойчивый был. Я ему говорю, я сегодня на тренировку не иду, у меня ко мне должны люди прийти. Он чуть-чуть плохо тоже чувствую. И получилось так, что этот день, оказывается, по какой-то причине и там не были тренировки. Он возвращается, и он меня застал за столе в компании. Даже такое тоже. Что сказал тогда? Да. Но он, в принципе, потом мне сказал, я знал, говорит, что ты не болеешь там. Никакой встречи тоже у тебя нет. Нельзя быть жестким по отношению к недостаткам других людей. Надо быть поучительным и милосердным. И по религии это приветствуется. И если даже есть ошибки у других людей, у кого-то больше, у кого-то меньше, так ведь живой человек, и у тебя они есть. Поэтому это нужно в легкой форме, в хорошей форме, созидательной, в такой форме нужно подойти, если даже ты делаешь кому-то замечание. 91. 91 тысяча? Как у тебя это получилось? Пашешь просто? Просто нужно пахать до 7 пота и все. Это Не ты... имя делает человек, а человек делает имя. Ты смотришь на старших и из-за этого начал пахать? Ну, не знаю, желание было из-за этого. Кем себя видишь в будущем? Хочу стать олимпийским чемпионом, как Абдулши Сабуров. Олимпийским? Да. Повольный? Да. Класс. Сколько раз в день тренируешься? Одна зарядка, одна тренировка. Зарядка, одна тренировка? Да. А выходные у тебя есть? Есть воскресенье. И все? Да. Когда я с ним уже боролся один раз, это реванш схватка, я два раза на тот же прием попался на мельницу. И он постоянно руку забирал, чтобы сделать тот же прием. А его вниз тянул. Из-за этого он не мог делать мельницу. Хорошо получилось. Супер. Сейчас обратно. Это мой коронник сейчас получился. Красавчик. Я обязательно буду на Олимпийских играх, которые ты выиграешь. А потом в какой-то момент появился Хабиб, и на него Абдулманап сделал... Внимание, конечно, акцент на Хабибе. Акцент. А почему? Потому что у Хабиба сразу проявлялись... Он видел потенциал Хабиба. Все больше и больше. Он выигрывал уже на уровне района, республики. На самом деле Абдулманап уделял ему очень большое внимание. Как бы предвидел это все. Даже вот эти боевые искусства так особо не было у нас развито. Но он видел там свое. Как вы считаете, в чем главный секрет Абдулманапа как тренера? Упорство, дисциплина, труд. Вот таким я его знаю с детства. А он вот в этом плане как человек вообще не менялся, да, что с детства, что... Нет, он наоборот, вот эту дисциплину ужесточал. Чем выше, тем жестче, как говорится. Ну, в первую очередь, дисциплина. Он весь был в этом, или все-таки он смотрел на что-то другое, занимался? Бизнес, такое направление было, насколько я знаю. Он в спорте, он встречался с друзьями, товарищами, может, они ему помогали. Но сам факт, весь разговор у него был всегда вокруг спорта. Это школьный звонок. Да. Когда мы учились, в том числе и Абдулманап, когда учился, вот под этим замком мы заходили и выходили. А вот это вот футбольное поле, и дайте угадаю, вы здесь сыграли она с собой? была по длине в ту сторону. Там уже построили комплекс. Поэтому это как бы мини-футбольная площадка. Ага. У нас основная площадка там дальше. Абдулманап очень сильно любил футбол. Любил, он сам тоже играл. Мы отсюда бывало, что даже иногда
велосипедах ездили, когда соседний шел. На мотоцикле, на его мотоцикле. У него был мотоцикл? Ну, отца, да. Правильно. И вот так, короче, все время были связаны с спортом. С детства еще. У него всякие эти тренажеры. Он что-нибудь придумает новое там упражнение. Это попробовать ты можешь. Сам неделю там тренируется и потом мне показывает. Вот такой, да, организатор. Велосипеды, сколько там. Новшись придумал. Вот этот забор был чуть короче. И как его так трамплин делали. И отсюда на дорогу. На велосипедах? Летели, Или на да. чем? Да, На серьезно? Через за... На имеется тут ташечку ставили. Ну да. И вот так. Ну, не такая высокая, чуть ниже. Ага, ну все равно. Какие воспоминания об Абдулманапе в школе? Конечно же, самые приятные. Какие могут быть воспоминания? Самые приятные. Абдулманап был необыкновенным ребенком. Вот обычно говорят, когда о великих людях спрашивают, ну каким он был в детстве. Если я скажу, он был обыкновенным деревенским мальчишкой, это будет неправдой. Нет, он был необыкновенным мальчишкой, еще где-то в 1 классе. Это было лето после окончания педучилища. Один день смотрю, мать моя гусей не выгоняет, придерживает их, они кричат, орут. Я говорю, мам, ну что их ты держишь, выгони их, пожалуйста. Да вот жду, пока этот боец уйдет с поля боя. Я говорю, какой еще боец? Да вот, говорит, мальчишка какой-то, я не знаю, чей он. Целыми днями, говорит, гусей травит друг на друга. И вот наши гуси, говорит, возвращаются домой с окровавленными головами. Я жду, когда он закончит свой бой. Мне стало это интересно, думаю, пойду посмотрю. Смотрю, издали идет бой. И этот маленький мальчишка с палкой в руках что-то там показывает, туда гонит, сюда гонит. Гусаки по-настоящему воюют, борются в гусаки. Я хотела близко подойти, они бросились ко мне, и я убежала в этот день, но я успела разглядеть его. А 1 сентября смотрю, за первой партой сидит этот мой мучитель гусей. Я испугалась, серьезно испугалась, думаю, не дай Аллах, он гусей травит друг на друга, а вдруг в школе будет детей травить друг на друга, а кто еще знает, какие у него еще способности. Я с ним заговорила о гусаках, он был очень немногословный, не любил он много разговаривать. Коротко он рассказывал, что до тех пор, пока останется один победитель, он продолжает бой с гусаками. А всех остальных он предлагал матери отправить в суд. И он действительно, у него оставался один победитель гусак. Вот как ему это удавалось, это известно только ему и Аллаху известно. Абдулманапа я знаю еще когда он был молодой парнишкой. Он всегда был такой активный и всегда был впереди. Он был гуще событий, когда еще был молодым. Он был во всем скромен он был. И все человеческие качества, которые положительно присутствуют в нас, Всевышний еще нам дал, все у него было, наверное. Я не могу сказать, чтобы Абдулманап где-то что-то делал неправильно. А в чем вы считаете его главный секрет успеха? За счет чего он добивался таких результатов, будучи уже тренером? У него детство было не ух ты хорошим. То есть это человек, который все добился своим трудом. Понимаете? И это поездка на Украине, где он учился, там себя проявил с хорошей стороны. Все, что он в себе в жизни достиг, он достиг это все через большие трудности. А когда человек это все достигает через большие трудности, не дарит ему дядя, отец и так далее, он уже, которые к этому стремятся, люди, он их чувствует. И он хочет их поддержать. Он не хочет,
чтобы они повторили его такой тяжелый труд. Мне вот кажется так, понимаете, потому что он так трепетно относился к спортсменам. Он даже вот, бывало это, когда мой племянник тоже где-то там проиграет, да, он подходил и меня, Алясхар, это в спорте все бывает, проигрывает, выигрывает, и не обращай внимания. Это и спорт. И даже по отношению к своим близким тоже. То есть он никогда не выходил из себя, не кричал. Там у тренеров бывают свои там тоже это, разборки. Там тоже он маслихатчи выступал всегда в роли человека, который все это, наоборот, он успокаивал всех и мирил всех. И все его слушались. И хотя он по возрасту был намного младше некоторых тренеров, но эти тренера тоже его к нему прислушивались. Я со стороны это наблюдаю, вижу это. Помогать людям, это было, наверное, мне кажется, это было его вообще... Без этого он, наверное, не жил бы. Много очень интересного за ним. И самое главное, это был серьезным мальчишкой, немногословным, молчаливым. Вот таким он был. Разве не интересно, когда ребенок в 1 классе отказывается категорически садиться с девчонками? Я говорю, да что такое, такие красивые, посмотри, говорю, какие они красивые, в фартуках белых, с косичками. Ну почему он не хочет садиться? Ну все же мальчишки сидят с девчонками, они, говорят, болтливые. Я говорю, ну и что ты, не слушай их? Нет, не буду. Я его сажала с мальчиком, не хотел с девчонками садиться. Вот такой какой-то он был интересный, тогда еще был интересный. Я думаю, вот эти вот способности великого тренера, может быть, там зародились на поле боя Гусаков, может быть, там. У него была феноменальная память, ему очень легко давались уроки. Он не обязательно ему дома учить, в классе он схватывал на лету все. И вот во взрослой жизни он поражал людей своей памятью. Вот мне было всегда интересно, он некоторое время работал здесь директором совхоза. Здесь были отдельные участки, поля назывались, эти поля имели свое название, ну и площадь. Где-то более 90 участков, по-моему, я уже, может быть, ошибаюсь. Всех он знал по названию, всех знал площадь. Площадь всех участков по названию и где они расположены. Это за короткое время. Он недолго работал директором. И мало того, он знал, какой участок кому принадлежит. Я ему говорила, Манап, ну как ты все это запоминаешь? Соседа знал, справа, слева. Он как общественный деятель тоже в Дагестане был первый рядах. Он это не озвучивал, этого не рекламировал, этого не показывал, но он был действительно, даже вот, например, вот это я всегда пример беру, вот турнир Адлигерея Магомедагбирова. Это очень масштабный турнир именно по боевому самбо. Он же специалист по боевому самбо. Вот он как раз в этом деле тоже был и общественником был он. Потому что до этого проводились встречи разного рода, конференции, круглые столы. И его выступления все ждали. Вот что все говорят, я говорю, другие говорят, там десятые говорят, министр спорта говорит, с МВД люди говорят, и все ждут, как же скажет Абдуманап. Понимаете? И когда Абдуманап сказал, уже это, оно не оспаривалось, его решение. Уже считалось, что, а что после Абдуманапа еще о чем говорит. И это было не какое-то, что кто-то его боится или что-то. Просто настолько его мнение было весомым, что и она была оправданным всегда. Мы же, когда его прислушивались к его мнению, всегда получалось очень хорошо, красиво и добротно. Ну, то есть один человек, это был целая машина. Он был и министр спорта, он был и министром по делам национальности, он был министром культуры, туризма, все было. В одном лице он все это делал. Но при этом официально никакой политическую должность он не занимал. Да, он никогда и не стремился к этому, кстати. Не стремился? Да, нет. Он никогда к власти он не рвался, не стремился. Я уверен, что если он хотел бы, было бы у него такое желание, его с удовольствием народ избрал бы и главой республики, главой района, ну, республики тоже, я думаю, он справился. То есть мог бы, да? Да, мог бы, да. Мы пишем сочинение
ну, обучающее такое сочинение. Пишем это где-то в 10 классе, наверное. И я им говорю, я разрешаю вам спрашивать, пожалуйста, говорю, что вам непонятно, задавайте вопросы. И все задают, один, второй, третий друг друга перебивает, а он молчит, сидит, молча пишет. Я им подхожу, Абдулманап, у тебя что, нет вопросов, что ли? Ты не хочешь ничего спросить у меня? Нет, ничего не хочу, я буду сам писать. Ну, пиши сам. Писал хорошо. И писал хорошо, а по математике это уже вообще что-то. Математика лучше шла? Математику лучше знал. Он шахматы любил очень играть. Да? Дети так были увлечены этими шахматами, играли на перемене, между сменами, после урока, вечерком, все время играли в шахматы. А он играл со взрослыми. Понимаете, со взрослыми играл. У меня был дядя, тоже ярый шахматист, он любил очень шахматы играть. Он с ним все время играл. Когда дядя ко мне в гости приходил, он всегда под мышкой, у него были шахматы. И он говорил, Абдулманапа не видел, я хочу с ним поиграть. Он побеждал, между прочим. Дядя ему нравился, дядя побеждал всех в то время, а Абдулманапа нет. И он говорил, нет, я буду играть до тех пор, пока я не стану победителем. Я ему говорил, дядя, вряд ли ты станешь победителем. То есть у Абдулманапа было вот важно во всем быть всегда первым? Во всем быть всегда первым. Он и за второй партой не хотел сидеть. Потому что она вторая, да? За первой партой. Это где-то во 2 или 3 классе, я уж не помню. Я его посадила за 2, 3, что ли, я уж не помню, но не за первой партой. Нет, я буду сидеть там, где сидел раньше, за первой партой. Принципиальным был, очень принципиальным. Я, насколько знаю, в этом доме часто у вас гостил и Абдулманап. Да, сегодня, конечно, очень тяжело говорить. В прошедшем времени, что гостил Абдулманап. Такое ощущение возникает, что вот он зайдет, позвонит, скажет, я еду. Он очень любил играть в шахматы. Я так понимаю, за этой доской вы тоже неоднократно провели, да? Неоднократно, на самом деле, да, он очень сильно играл. Еще старался иногда для того, чтобы один раз, если выиграет, старался, чтобы податься, чтобы не обижать нас. Да, было такое дело. На самом деле, говорить тяжело, но в любом случае я бы хотел сказать, что он очень часто бывал здесь, и после победы, когда Хабиб завоевал этот пояс чемпиона, один из интервью он здесь давал, в этом доме. Практически, можно сказать, один из последних интервью он давал в этом доме. Он проработал вместе с нами, мы были рядом с ним. Он руководил отделом спорта, культуры, туризма и делал все возможное для того, чтобы спортивные достижения жителей Кедюртовского района, они зашкаливали. И благодаря ему у нас очень хорошие показатели до сих пор, они идут по накатанной. Конечно, сказать, что дело Абдулманапа на этом закончилось, это не так. И никто с этим не согласится. И все сегодня жители не только района этого Кедюртовского, жители Дагестана знают, что его дело продолжается. Абдулманап особо следил за тем, как сын учится? Конечно же, следил. Да и за Хабибом не очень-то нужно было и следить. Хабиб таким же был, как и отец. Но он следил все-таки. Следил, он требовал с него. Очень был требовательным. Он был требовательным к себе, к своим ученикам, спортсменам, ко всем он был требовательным. Вы, наверное, помните, в одном интервью он говорил, что он диктатор. Он на самом деле действительно был диктатором в спорте, да и во всем другом. Он требовал. Ну, нельзя сказать, конечно, что он в спорте, может, был диктатором, а в другом деле он не очень-то, но был требователен. Вот как вы думаете, без его требовательности, без исполнения определенных своих заданий, вот Хабиб стал бы таким? Вряд ли. Он был очень требователен, и всегда он был недовольный Хабибом, никогда он его не хвалил. Он мне говорил, я его не хвалю.
Вы как педагог скажите, это нормально, когда ребенка не хвалят, а чаще требуют большего и большего? Нормально. И я тоже диктатор. Может быть, я его научила старше. Вы тоже были требовательны к Абдулманапу, да? Я требовательна была к Абдулманапу. Я не только к Абдулманапу, ко всем была требовательна. Ко всем требовательна. Каждый раз меняете цифры за спиной у Хабиба, да? Да. А фотографии остаются все те же или просто каждый раз все новое? Тоже меняем, у него уже много разных фотографий. Поэтому. Он очень сильно играл в шахматы. Мы как-то оказались с ним в Анталии, и там в одном из залов оказалась единовременная игра в шахматы. Там играла девочка-чемпионка мира, молодая девочка-чемпионка мира. Теперь он залез туда, всех мы тоже сели, ну нас раздолбали всех, мы сразу вылетели. И теперь у него с ней идет рубка. Он очень сильно играл в шахматы. А когда девочка узнала, что он отец Хабиба Нурмагомедова, она взяла, наверное, подалась мне такая чемпионка мира, там не могла, и сделала ничью с ним. Он после этого, ну и до этого он делал все возможное. Допустим, если я с ним играю, или там кто-то играет с ним в шахматы, он знает, что он сильный, или там он борется, дерется, допустим, да. Но он старался в это же время, чтобы не обидеть соперника, сделать все возможное для того, чтобы как-то ему податься, проиграть. Знаете, зная, что он сильный, чтобы не обидеть человека. Вот эти вещи он проводил в своей жизни. То есть для меня вот главная его черта была, что он, зная, что он силен, он мог людям показать, что он слабее, но Всевышний-то всегда знает, что он сильный. Вот это была его главная черта характера, что он, независимо, что о нем подумает человек, делал все возможное. То есть, что внутри себя у него он погашал для того, чтобы возвеличить соперника. Вот это его. Даже посмотрите, вот Конор, сколько гадостей наговорил человек. В конечном итоге он и сыну сказал, мы хотим его видеть в Дагестане, если он приедет, мы ему пожмем руки. И что получилось в конечном итоге? Когда его не стало, Конор первым соболезнование сделал, допустим, Хабибу. То есть он мог своим поведением, своим отношением заставить человека прийти к тому, что человек как себя должен вести перед Всевышним, перед людьми. Вот у нас мы с детьми ездили в горы, он приехал туда, он играл в шахматы очень сильно, и он мог дать там 2 фигуры мне там, да, забрать. И я говорю, проигравший сегодня кушать готовит. И он сделал, вот у нас запись это сохранилась, вот у нас эта запись есть. Да. Он специально, я потом понял, что он специально проиграл. А это был ураза месяц, когда человека кормишь, вот когда ураза месяц, в конце дня человек должен, ну, кушает весь день, не кушает в конце дня. И для того, чтобы с его рук это питание было, чтобы ему больше Всевышний причиталось от Всевышнего, он проиграл специально мне, и на 20 человек он приготовил еду. Представляете, это вот такой человек был. Отец однажды написал дорожную карту для своего сына. Эту дорожную карту, не увиливая ни на шаг, ни вправо, ни влево, ты ее исполнил. Все отцы стараются, но не у всех получается. Сегодня благодаря Абдулманапу Магомедовичу, Хабиб, в твоей победе его часть заслуги тоже есть. Мы это все признаем, в первую очередь это признаешь ты. Вот когда строили просто даже вот тот проект, когда еще Хабиб не был чемпионом, еще у него не было таких больших денег, ни у Хабиба, ни у него, он свои 500-700 тысяч рублей, которые строили, в этот объект вложил, спорткомплекс Кировол, он эти деньги назад не стал забирать. Он сказал, это от меня. Но у него тогда не было возможности вот так раздавать деньги. Он практически жил на зарплате, но при всем этом, те средства, которые он туда вложил, он не стал назад забирать. Это первое. Второе, он очень много уделял внимания по строительству родников. Там, где человек может подойти, выпить воды. Он очень много внимания уделял тому, что он обустраивал парки, он объявлял целые акции по посадке деревьев, по
ремонту автодорог. Знаете, когда он еще был живой, я обратился к нему и говорю: Абдулманап, у бюджета района нет таких возможностей, допустим, одно маленькое село, я не могу вам все делать, но одну-две улицы могу сделать. Он говорит: Гаджиш, сделай 2 улицы, 4-5 улиц. Я попрошу и Хабиба, и сам там напрягусь. Они так и сделали. Практически в Кирово-Ауле не остались неасфальтированные улицы. Часть из этих улиц они взяли на себя, сделали, построили за свои деньги, положили асфальт. Это же тоже важно. Поэтому, наверное, он дороги, эти парки, все, что только он не делал, куда только он не лез, как только он о чем только не думал. Он много времени находил вот сиротам, которые есть там, что-то какие-то коляски покупал, какие-то мечи привозил, старался с ними там пообщаться. Это же вот, все-таки мне кажется, что он предчувствие у него какое-то было от кончины своей, наверное, потому что он очень много говорил, что все мы уйдем туда, уйдем не сегодня, так завтра, но это конец когда-то настанет, но я готов к этому концу, я ничего не боюсь, я готов, если Всевышний меня заберет, я готов уйти туда тоже, он всегда говорил об этом. Как вы считаете, уход Абдулманапа, как он повлияет вообще и на Хабиба, и на Дагестан в целом, и на спорт мировой? Ой, уход Абдулманапа – это, конечно, трагедия. Трагедия не только для семьи, трагедия для всех, для села, для Дагестана, да и вообще для всего мира. Это ж великий человек, это большая трагедия. У него вся жизнь была впереди, у него такие были мечты. Он мне говорил, вот самая последняя встреча у нас в доме, он приносил мне книгу. Когда это было? Отец. Это перед тем, как издать книгу. Когда это было? Прошлая осень, да? Прошлая осень она была. Это в рукописи он приносил книгу. Линдулаевна, просмотри, говорит, прочти там, скорректируй там, и так далее, и так далее. Я на одном дыхании прочитала эту книгу. Какая она легкая, почти воздушная для чтения. Может быть, потому что там вся практика, может быть, и поэтому. Мало того, столько всего полезного. Я человек, проработавший в школе более 50 лет, я для себя много чего взяла. Я ему говорила, когда он приходил уже за рукописью: ой, Абдулманап, говорю, я тебя учила, говорю, а теперь ты меня учишь. Я говорю, у тебя такие хорошие моменты там, которые некоторые моменты я даже выписывала для себя, Так он аккуратно, так он хорошо, так он последовательно написал эту книгу. Дальше, конечно, здесь у нас на территории района будут проходить и турниры в честь Абдулманапа. И мы дальше будем строить спортивные объекты и будем называть его именем, наверное, и Абдулманапа. А сам факт, то, что ко мне обратились спортсмены, проживающие на территории Кидуловского района, спортсмены, которые получили воспитание от Абдулманапа, жителей этой республики Дагестан, те ребята, которые проживают за пределами республики Дагестан в других регионах Российской Федерации, они написали коллективное обращение на имя главы района, то есть на мое имя, чтобы переименовать или увековечить память Абдулманапа. Они предлагали несколько разных вариантов. Из этих вариантов мы остановились на том, что переименовать поселение, где он прожил, или Манап-Кала. Кала, как я вам говорил, это крепость. Угу. Крепость Манапа. Крепость Манапа, да. У нас вот Махач-Кала, допустим, да. Этот Махач Тахадавай был революционер, выдающийся революционер. В честь него названа наша столица республики, Махач-Кала. У нас есть 2 варианта. Манап-Кала или селение Нурмагомедово, вот от его фамилии. И более того, мы заложили в бюджет района, будет это название изменено, не будет название изменено. Мы уже заложили в бюджет района средства для того, чтобы сделать хорошую, большую, красивую арку, то есть проектно-сметная документация, сама визуализация этой арки, наверху там орел, там место, где будет написано название поселения, и с 2 боков это будет флаг
Российской Федерации и флаг Республики Дагестан. То есть такой красивый арка уже задумана, и проектная сметная документация подготовлена, эскизы есть. И я думаю, если даже оно будет названо, не будет названо, эту арку уже в честь Абдулманапа мы уже там поставим. Но если жители примут решение, что оно будет названо или Манап Кала, или Нурмагомедова, конечно, там будет написано это название, и рядом будет парковая зона, где люди, приезжающие в это село, могут остановиться, выпить чашечку кофе, выпить, значит, холодную воду, мы туда подведем с реки прямо Сулак воду. Ну, вот такие задумки у нас есть. Это потеря не только Дагестана, не только России, но и мира, да. Потому что, вот, расскажу еще таки, опять-таки, случайно. Проходит чемпионат мира в Таджикистане по боевым самбо. И там опять мой племянник стал там чемпионом. Это племянник мне рассказывает. Отцы у нас по-аварски на дядю говорят отцы. Отцы говорят, Манап говорит, они Манап, дядя Манап, они говорят. Дядя Манап говорит, там как уважают все эти мировые спорты, эти люди, говорят. Все у него интервью берут, говорят, все у него спрашивают, говорят. То есть он практически в мире, он вот это боевому самбо, он дал значимый такой толчок, чтобы молодежь этим занимался. Именно это заслуга Абдулманапа. Очень дисциплинированный, такой спокойный, уравновешенный. Для их движений никаких не имел. Спиртной жизни даже не пробовал, что я не могу за себя так говорить. Даже дагестанский знаменитый коньяк ни разу. Даже слабые такие напитки даже не пробовал. В этом плане очень чистый, честный. Вот так он ушел из жизни. Он был мастером спорта по 3 видам. Он воспитал очень много спортсменов в этой жизни. Очень много людей, молодых ребят прошли через его руки, но у него есть самое главное звание. Это не государственное, это не общественное. Это, знаете, кандидат человеческих наук, заслуженный мастер спорта человеческих наук, профессор человеческих наук. То есть он людей знал и людей воспринимал такие, какие они есть. Он всегда понимал, что у каждого человека свои мозги, у каждого человека своя голова, и он всегда понимал, что один умнее его, другой чуть не дотягивает до него, но он всех ставил на уровень с собой. Абдулманапа — это потеря для всего дагестанского спорта? Я даже думаю, для всего мира. И, наверное, не только спорта. Да, да. У него столько проектов было, не только спортзал. Много дорог начал ремонтировать, много мостов. Очень много. Да, да, очень много. Не только Махачкала, да, вообще. Нет, горные районы. Да, очень много проектов было. И что с нами связано со спортом. А что теперь с ними будет дальше? Есть люди, которые продолжают Хабиб дело? Да? в первую очередь продолжает дело. Что-то мы, как тренера, стараемся школу на должном уровне представлять, работаем. Мы знаем, какой с нас спрос, как на нас смотрят, чье имя мы представляем, чью школу. Так что мы будем работать, иншаллах, не покладая рук. Когда у тебя хорошая семья, здоровые дети, и ты полезен твоему соседу, в своем селении, городе, районе и для республики, я сказал, вот это самое большое счастье, что ты полезен в обществе. Поставить после себя, допустим, хороший детский сад, хорошую школу. Хорошая школа боевых искусств или олимпийского вида нашим именем, и чтобы она приносила пользу нашим наследникам. Не хотел бы пустую тратить, допустим, деньги. Пустую. Я хотел бы, чтобы они пошли на дороги, на мосты. То, что мне и
будет приносить пользу и следующим поколениям, и мне после смерти. you.